Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, вспоминая, какие масштабные копии выходили в разнообразных российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. Сегодня мы рассмотрим автопром ГДР, легковой автомобиль марки ЕМВ, модель 340, и данная масштабная копия вышла в рамках проекта «Культовые автомобили Польши» под номером 178, и модель поступила в продажу в середине 2015 года. Как и в любой журнальной серии, модель продается вместе с журналом, но свой экземпляр я приобрел через интернет-магазин на распродаже и продавали только модели без журнала. И этот образец мне обошелся в 3 евро 95 центов. Интересное наблюдение то, что точно такой же автомобиль выходил в рамках российской серии «Автолегенды СССР», и к тому времени ее переименовали в «Автолегенды СССР и соцстран». Машина вышла под номером 176, поступила в продажу в ноябре 2015 года, и в киосках этот автомобильчик продавали за 320 рублей. И посмотрел сейчас, эти модели редко, но встречаются в открытой продаже, как в интернет-магазинах, так и на вторичном рынке. Правда, на них в интернет-магазинах цена немножко подросла. И теперь автомобиль продают за 499 рублей. И особого ажиотажа эти модели, судя по всему, не вызывают. Если посмотреть на машины марки ЕМВ в 43-м масштабе, то они выходили не только в рамках разнообразных журнальных серий, но и продавались в коробочках East Models. И у Иста, если мне не изменяет память, такой автомобиль предлагался в 4 вариантах исполнения. 2 машины в гражданском варианте, одна из них вишневая, вторая черная, также был полицейский автомобиль и машина такси. И помимо 4-дверного седана также предлагался универсал в черном цвете, карета скорой помощи на его шасси, которая выходила как у Иста, так и в журнальной серии, и также продавался закрытый фургон, обшитый деревом, но, естественно, в журнальной серии деревянные вставки просто окрасили коричневой краской. И в Европе модели от Иста можно найти в продаже и по сегодняшний день, и цена на них варьируется от 28 до 36 евро. И если посмотреть на машины ЕМВ, то по большому счету это дальнейшее развитие немецкого BMW 326. Единственное, машины выпускались на оккупированной Советами территории, и из-за этого марку пришлось переименовать, потому что BMW счел это нарушением их авторских прав. И давайте распакуем блистер, посмотрим на этот автомобильчик поближе. И я вам для сравнения приготовил другие автомобили из журнальных серий, которые похожи в плане дизайна. И вы можете взглянуть, как эти модели будут уживаться рядышком, стоя на одной полке. И модель поставляется в классическом блистере с серой подложкой. Указан прототип EMV 340. Также есть значок East Models, который гласит нам о том, что эта модель сделана на их формах. Указан масштаб 1 к 43, также указан импортер D'Agostini, Польша, и написано, что эти изделия изготовлены в Китае. И это не самая худшая модель в плане покраски и сборки, хотя есть некоторые элементы, которые режут глаз, это и различный мусор в лакокрасочном покрытии, но, к счастью, на своей модели я не нашел видимых пятнышек клея. В плане детализации это очень простое изделие, здесь мало мелких деталей, также хром не очень хорошего качества. Если посмотреть на дверные ручки, на декоративные молдинги, их просто обозначили серебристой краской, хотя стоит отдать должное, краска нанесена довольно аккуратно. Салон из черного пластика, окрашенного в массе, серебристой краской обозначили окантовку лобового стекла, также пластиковые серебристые дворники, и у меня пассажирский стеклоочиститель наклеен не очень аккуратно. Более-менее нормальная решетка радиатора, даже на этом варианте зачернили отверстия, но вид портят фары ближнего света и черные точки, которые режут глаз. И, конечно, нужно спиливать литники, делать подложку из фольги, но уже забросил доработку своих масштабных копий. Также поворотнички здесь установлены не очень аккуратно, это хромированные детали, и в российской журнальной серии автомобиль предлагался в точно таком же черном цвете, и единственная разница — это блистер, журнал и другие регистрационные номерные знаки.
Можно посмотреть на автомобиль с другого ракурса. Более-менее нормальные колесные диски и колпак на диске в хроме, но это одна деталь вместе с колесным диском, и просто черной краской поверх хрома нанесли обод колеса. Задние фонари сделаны очень примитивно, они нарисованы красным лаком, также очень примитивно смотрятся катафоты на бампере, присутствует выхлопная труба, и жаль, что ее не окрасили серебристой краской. Я думаю, это не сильно бы удорожило производство масштабной копии. И есть некая имитация рамы, заднего моста, нижней части двигателя. Покрышки более-менее нормальные, но, на мой взгляд, колеса чуть больше по диаметру, чем должны быть на настоящем автомобиле. И также я могу открутить днище, показать вам, как сделана деталь салона. И эти модели нужно дорабатывать, но еще раз повторюсь, на это нужно выделять время, его катастрофически не хватает, поэтому свои журнальные модели, возможно, в будущем я доработаю, но пока что они у меня в таком виде. И как вы можете видеть, здесь все одного цвета, очень примитивно сделаны дверные карты, рулевое колесо, и по-хорошему нужно клеить декали, панель приборов, датчики, ну и так далее. И вот так прикреплено остекление корпуса автомобиля на заклепках. Если вы захотите перекрашивать эту масштабную копию, вам нужно будет высверлить вальцовку. И давайте соберем эту модель обратно и покажу вам дальних родственников. У меня подобных машин в коллекции не так много, поэтому из журнальной серии я вам могу показать лишь ГАЗ М1. Это более старый автомобиль, но тем не менее у них схожи черты дизайна. И вы можете посмотреть, машины примерно одинаковые по габаритным размерам. И, кстати, они вполне хорошо смотрятся на одной полке. И, конечно, эта машина не столь популярна в Советском Союзе, но, тем не менее, я думаю, эти машины у многих людей остались в памяти, потому что их было завезено огромное количество. Но до наших дней дожили буквально единицы. Могу вам показать ГАЗ М20 Победа. И по сравнению с ЕМВ, Победа выглядит более солидно, более современно. И если посмотреть на дизайн BMW 326, то он визуально мне нравится больше. Здесь, конечно, передок как будто от какой-то другой машины. Но, опять же, это лишь мое мнение. Возможно, вы со мной не согласитесь. И, на мой взгляд, у Победы лучше проработана нижняя часть. Но в целом машины примерно одного уровня. И, конечно, если собирать журнальную серию, то можно брать как импортные, так и отечественные варианты. И эти машины отлично уживаются на одной полке. Но если, например, рядышком вы поставите модель от Mini-Champs, от Schuco, от Neo, от других премиальных брендов, то, конечно, журналка сильно проигрывает. Могу вам показать Варшаву. Она же копия Победы. Здесь немножко изменена решетка радиатора, подфарники, а другие элементы точно такие же. И, например, могу вам показать Ким. Эта машина ближе к ЕМВ в плане дизайна, правда, Ким намного мельче, он и поуже, и это двухдверный автомобиль, а ЕМВ четырехдверный. Вот такая вполне симпатичная масштабная копия, которая может занять достойное место в вашей коллекции, если вы собираете не только отечественный автопром, но и иномарки, которые встречались в Советском Союзе. И вы можете в комментариях написать, а есть ли в вашей коллекции какие-то модели из румынской, из польской, из венгерской журнальных серий, что вы думаете о данном автомобиле? Как вы относитесь к продукции East Models? Если у вас какие-то модели, стоит ли переплачивать за них деньги, или в этом плане лучше доработать журнальное изделие. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, и также можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.